Интересно ли миру русское искусство? Фарфор, сделанный в России. Сегодня наше видео о результатах аукциона, прошедшего в Германии в марте 2024 года. Узнаем, по каким ценам были проданы предметы из фарфора, сделанные в России. Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Мы стараемся сделать для вас интересный контент и будем очень благодарны за ваши отклики в комментариях. И приглашаем вас подписаться на наш канал. Будет много интересной информации о мире фарфора. И первый лот – статуэтка Ульяны Лопаткина в русском танце из балета «Лебединое озеро». Танцовщица в дивертисменте третьего акта. Ярко-красочно расписанная, золотом, частично не глазированная, на круглой основе, высота 35,8 см. На клейме знак синего орла, императорский фарфор Санкт-Петербург и подпись художника Данилов. Стартовая цена статуэтки 500 евро, продана на аукционе за 950 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Второй лот – статуэтка офицер милиции или милиционерка, женщина с винтовкой на плече, на закругленной основе с надписью 1920 год. Красочная подглазурная роспись, высота 20,4 см. Клеймо знак синего орла, императорский фарфор Санкт-Петербург. Художник Наталья Данько. Очень известный скульптор и художник, с 1919 года возглавляла художественную мастерскую Государственного фарфорового завода. Эта статуэтка – повтор ее модели. Создана эта статуэтка в 2014 году. Созданные Натальей Данько знаменитые шахматы «Красные и белые» мы видели на выставке в Минске. Ссылку на видео с выставки я оставлю в описании. Статуэтка продана на аукционе за 300 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Третий лот – стоящая фигура с перекинутым через плечо платком, подглазурная роспись, на круглой основе, высота 22 см. Вы, конечно, узнали, это Анна Ахматова. И это тоже произведение скульптора Натальи Данько. Создана фигурка в 1924 году. Наталья Данько создала много прекрасных фигурок на Ленинградском фарфоровом заводе и была удостоена золотой медалью на Всемирной выставке в Париже в 1925 году и также получила золотую медаль в 1927 году на международной выставке в Милане. Эта статуэтка произведена на Императорском фарфоровом заводе Санкт-Петербург в 2014 году. Стартовая цена статуэтки 400 евро, продана на аукционе за 800 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Фигурка под названием шпана, подглазурная ручная роспись, фигурка в движении под мышкой балалайка, на яйцевидной основе, высота 17,5 см. Модель придумана Натальей Данько в 1927 году. Знак синего орла,
Императорский фарфоровый завод Санкт-Петербург. Статуэтка изготовлена в 2018 году. Статуэтка продана на аукционе за 250 евро плюс 24% комиссия аукционного дома. Фигурка Анны Ахматовой, которая сидит на стуле, скрестив ноги, красочно расписанная надглазурная роспись с золотом, высота фигурки 23 сантиметра. Статуэтка создана Эльвирой Еропкиной в 70-е годы XX века. Данная фигурка восстановлена в 2014 году. Клеймо «Знак синего орла», императорский фарфор, Санкт-Петербург. Фигурка продана на аукционе за 400 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Еще одна фигурка художника Эльвиры Еропкиной. Это балерина Тамара Корсавина в роли жар-птицы. Танцовщица в шагающей позе на круглой подставке. Надглазурная красочная роспись, роспись золотом, высота 30 сантиметров, год создания модели 1988. Клеймо «Знак синего орла», императорский фарфор, Санкт-Петербург. Стартовая цена аукциона 450 евро, продана статуэтка за 700 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Ваза Атланты, частично неглазированная, на квадратной опорной плите, центральная ось с двумя боковыми фигурами атлантов, несущие круглую чашу со стилизованным рельефным древнегреческим орнаментом. Ваза изготовлена на императорском фарфоровом заводе Санкт-Петербург. Форма отливается вручную, ручная надглазурная роспись. Автор формы и рисунка Ольга Матвеева. Ваза создана в 1990 году. Авторский оригинал хранится в Государственном Эрмитаже. Высота вазы 25,3 сантиметра. Клеймо «Знак синего орла», императорский фарфор, Санкт-Петербург. Ваза продана на аукционе за 300 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Следующий лот аукциона – 9 фигурок по произведениям Николая Васильевича Гоголя. 4 фигурки из комедии «Ревизор», Хлестаков, Чичиков, Городничий и Бобчинский-Добчинский, и 5 статуэток персонажей «Мертвых душ» – Маниловы, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин и Коробочка. Высота фигурок от 12 до 16 сантиметров, красочная ручная роспись и частично роспись золотом. Дизайн художника Ивана Риснича, модельер Борис Воробьев. По клейму 2 знака СССР, 2 синих монограммных знака России и 5 синих знаков орла. Ломоносовский или императорский фарфор, Санкт-Петербург. Лот из 9 фигурок продан на аукционе за 1200 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Следующий лот – фигурка Федора Ивановича Шаляпина в образе Бориса Годунова.
из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Частично неглазурованная, красочная краска матовым черным золотом и частично стертым золотом. Высота 28,6 см. Год выпуска 1922. Ломоносовский фарфоровый завод, Санкт-Петербург. Художник Варвара Федоровна Рукавишникова. Скульптор Яков Абрамович Трупянский. Фигурка продана на аукционе за 500 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Что характерно, на аукционе было представлено много предметов и немецких фарфоровых мануфактур. Если вам интересно, дайте знать в комментариях. Мы сделаем еще видео. И это будет уже видео о фарфоре Германии, который был продан на этом аукционе. Ждем вашу обратную связь. Статуэтка под названием «Девушка с разбитым кувшином». Сидящая молодая женщина плачет над разбитым кувшином. Фигурка на круглой основе, красочная роспись матовым синим цветом и частично стертым золотом. Высота статуэтки 22,2 см. Знак синего орла, императорский фарфор, Санкт-Петербург. Это модель Степана Пименова, созданная им около 1820 года, воссозданная на фабрике в 2015 году. Фигурка продана на аукционе за 400 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Еще одна статуэтка по модели Степана Пименова, созданного им около 1820 года. Девушка, несущая ведра на коромысле. На круглой основе красочная роспись синим цветом и частично стертым золотом. Высота 24,3 см. Клеймо знак синего орла. Санкт-Петербург. Императорский фарфор. Название водоноска. Фигурка продана на аукционе за 450 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. Чернильница Пушкин за работой. Поэт на кушетке. Чернильница под фолиантом. Прямоугольное основание. Белый фарфор с золотыми контурами. Высота 17,5 см. Художник и скульптор Наталья Данько. Клеймо Ломоносовский фарфоровый завод. Слабая синяя монограмма. Чернильница Александр Сергеевич Пушкин за работой продана на аукционе за 350 евро, плюс 24% комиссия аукционного дома. И последний лот – 4 чашки с крышками, имеющие форму яйца. Русский орнамент на цветном фоне. 2 чашки с изображением красочно нарисованных уличных сцен, 1 с печатным цветным медальоном и 1 разрисованная цветами. Высота чашечки каждой 12,8 см. Клеймо производственная марка НП, написанная кириллицей. Подпись художника и на одной чашечке монограмма. Лот 4 чашки в форме яйца продан на аукционе за 120 евро,
плюс 24% комиссия аукционного дома. И это все из представленного русского фарфора на аукционе в Германии. Спасибо, что были с нами. Поддержите нас комментариями и лайками. Подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще огромный океан фарфора Европы. Оставайтесь с нами и спасибо всем. До новых встреч. Пока.